Маленькая Лея еще недавно бегала по двору, смеялась, падала и снова поднималась. Но внезапно ее жизнь изменилась. Тело будто предало ее, ноги отказали, привычный мир исчез. Мать держала ее за руку, сдерживая слезы. «Мамочка, пожалуйста», — тихо прошептала Лея, в ее голосе звучала боль и мольба. Лея лежала в белоснежной палате городской больницы в Норвии, а вокруг гудели приборы и тихо шуршали шаги медсестер. Мать не отходила от кровати, гладила дочь по голове, стараясь улыбаться, хотя сердце сжималось от боли. Еще неделю назад все было иначе. Детский смех, запах свежих булочек, беготня по квартире. Лея любила играть на улице, строить песочные замки и кататься на качелях. Но внезапная слабость в ногах оборвала привычное счастье. Врачи приходили один за другим. Слова звучали сухо и чуждо. Паралич, травма нервов, необходимое обследование. Лея лишь искала глазами маму и цеплялась за ее ладонь. «Мамочка, я снова буду бегать», — шептала она. «Конечно, милая», — отвечала женщина, сдерживая голос. «Мы обязательно вылечим тебя». Первые дни были самыми тяжелыми. Лея пыталась улыбаться, шутить с мамой, просила почитать сказки, но чем дольше она лежала без движения, тем тише становился ее голос. Игрушки друзей лежали нетронутыми, телевизор с яркими мультиками оставался без внимания. Мама старалась быть сильной, читала ей книги, расчесывала волосы, держала за руку, разговаривала с врачами. По ночам она выходила в коридор и звонила мужу, сдерживая дрожь в голосе. Отец, работающий далеко, каждый вечер находил время поговорить с дочерью по телефону. «Солнышко, ты сильная. Мы найдем лучших врачей, и все получится». Лея кивала, внутри пробуждалась маленькая надежда. Однажды в палату вошел молодой врач по имени Марк. Его взгляд был внимательным, голос спокойным. «Лея», — сказал он, присев рядом, — «твои ножки пока отдыхают, но мы попробуем разбудить их. Это займет время, но вместе у нас получится». Девочка впервые за долгое время улыбнулась. Марк предложил курс физиотерапии и специальных упражнений. Первые процедуры были тяжелыми. Лея плакала от боли, просила остановиться. Мама стояла рядом, гладила ее по голове и шептала: «Потерпи, моя хорошая, это нужно, чтобы ты снова могла бегать». С каждым днем Лея привыкала к режиму. Мама приносила ей соки и яблоки, читала сказки, приносила карандаши и бумагу. Девочка снова начала рисовать. Сначала домик, потом солнышко, а потом себя с мамой и папой, держась за руки. «Мамочка, смотри, я стою», — показывала она рисунок. Со временем движения становились все отчетливее. Лея с трудом научилась сидеть, вставать с постели с поддержкой, постепенно делать первые шаги. Каждый успех был маленькой победой, каждая попытка — радостью. Мама поддерживала ее терпением и любовью, а Марк подбирал упражнения так, чтобы процесс не казался наказанием. И вот однажды утром, держа карандаш, Лея почувствовала, как ее левая нога слегка пошевелилась. «Мамочка, смотри, она двигается!» — вскрикнула она от радости. Мать упала на колени, обняла дочь и заплакала, слезы счастья и облегчения. С того дня надежда стала реальностью. Каждый шаг, каждая новая попытка укрепляли веру Леи и ее мамы. Девочка постепенно училась вновь владеть своим телом. Сначала шаги с поддержкой, затем с ходунком, позже, почти самостоятельно. Смеясь и радуясь малым победам, Лея вновь открывала мир. В день выписки она сделала свои первые уверенные шаги по коридору больницы, держа мамину руку. На улице пахло свежей травой, солнце играло на лице девочки. «Смотри, я снова могу», — сказала она и пошла навстречу жизни. Мама не сдержала слез. Это был не просто шаг дочери, а начало новой судьбы.